Набор, на мой взгляд, абсолютно не игровой. Притык. Вот так вот это все ездит. Я понимаю, что лучше бы я собрал вторую модель для обзора. Этот негатив не лишает его достоинств. Всем привет, с вами Егор, вы на канале Lego Garage. Сегодня у нас обзор новинки 2018 года. Набор 42076, судно на воздушной подушке. Вот оно перед нами. В последние годы у дизайнеров Lego Technic наметилась тенденция. Они выпускают различные виды техники. Это не бульдозеры из года в год, не погрузчики, не эвакуаторы, грузовики и так далее. Это самолеты, корабли, а судно. Еще одна интересная тенденция – это рост количества деталей в наборах. Например, вот этот набор, он даже и не флагман, и не второй набор полугодия, а всего лишь третий по счету. И тем не менее, здесь больше 1000 деталей. Итак, это судно на воздушной подушке. Сама идея, конечно, интересная, однако реализована она, на мой взгляд, не очень удачно. И об этом я расскажу сегодня в обзоре. Начнем традиционно с обзора самой собранной модели. Это судно на воздушной подушке, больше похоже на паром, на паромная переправа. Имеется вот такой откидной мостик. Опускается он с помощью двух линейных актуаторов, которые работают синхронно, потому как, когда вращаешь одну из шестерней здесь или здесь, соответственно, у нас имеется вот осевая связь между этими шестернями снизу, под полом самого парома. И вот таким образом синхронно работает. Сюда может заехать машинка. Когда вы катите по твердой поверхности судна, у него работают задние пропеллеры. Мало того, что они работают, они еще могут поворачивать. Это колесико, в свою очередь, оно поворачивает снизу у нас, как видите, вот такую вот поворотную платформу. И вместе с поворотной платформой поворачиваются и вот эти вот задние двигатели с пропеллерами. Вот так вот это все ездит. Кроме задних пропеллеров есть еще вот такие вот турбины. Они у нас не вращаются при езде, они просто вот так вот, как декорация больше. Но если дунуть на них, конечно, то они будут тоже вращаться. Есть на этом судне вот такой вот козловой кран. Почему их называют козловыми, я не знаю, напишите в комментариях, может быть, я немножко просвещусь в этом вопросе. Сверху есть вот такая вот кабина, в которой, как я полагаю, сидит как оператор крана, так и по совместительству управляющий данным судном, водитель. Кабина вот так вот двигается свободно, без каких-либо колесиков, просто скользит вот по этим направляющим, по балкам. Ну, то есть, соответственно, у нас здесь рано или поздно появятся мелкие царапины. И есть вот такая шестеренка, которая управляет краном, якобы краном, который снизу так вот опускается. Здесь есть такой зацеп в форме оси, подъем, опускание. Собственно, функции все. В наборе много наклеек, и они, в общем-то, здесь очень хорошо приходятся. Особенно вот эта вот наклейка мне нравится, 89, и такие вот стальной лист, как это называется, заклепками, что ли. Мне кажется, вот эта вот деталь с такой наклейкой прямо на Land Rover шиповский серый поставить, большой, который имеется в виду, и такая крутая будет декорация. Кроме того, имеется для парома вот такой вот грузовичок. Он заезжает, съезжает, у него есть поворотная вот такая вот система рулевая, есть задняя подвеска, о ней мы поговорим позже, и вот такой вот контейнер, сверху вот отверстие, за которое зацепляется кран. Давайте посмотрим, вот так вот заезжаем мы, так, кран нужно поднять, попадаем зацепом, выезжаем, и все, и груз у нас опускается на палубу. Сам кран продольно вдоль корпуса судна не перемещается. В принципе, подобных суден на воздушной подушке еще и с козловым краном я в интернете не нашел. Теперь давайте посмотрим содержание набора. В наборе у нас деталей, как я сказал, свыше 1000. Инструкция только для основной модели. Список деталей. Вот они, 1000 деталей. Средненький такой листочек с наклейками. В первую очередь много панелей. Особенно вот серых таких вот панелей 9 штук. Еще больше здесь вот таких вот круглых панелей. Есть маленькие, есть вот средние вот такие вот. Черные вот такие вот Г-образные. Здесь панелей вроде бы и много, но очень много однообразных вот таких панелей, которые особо вам простора для творчества не дадут. Что можно с такими панелями построить? Учитывая, что здесь есть большое количество балок, то строить из этого набора машины вы вряд ли сможете вот с такими маленькими колесами. Скорее можно строить здесь какие-то такие конструкции с большими плоскостями, например, те же корабли. Возможно, вы сможете построить самолет. Вот, например, эти детали пойдут на крылья. Эти тоже пойдут на крылья, плюс на фюзеляж.
Ну и, соответственно, там хвостовое оперение какое-то из маленьких панелей. Вот. Самолет вот здесь, мне кажется, легко построить. Тем более есть такие вот колеса. Это однозначно какой-нибудь кукурузник можно собрать. Есть пропеллеры, как я уже сказал, для самолетов будет очень полезно. Такое небольшое количество шестеренок. Еще один плюс — это вот такая большая рейка. Почему-то на них в последнее время есть большой спрос. И в наборах их не так много. Из тех деталей, на которые я обратил внимание бы, это вот пока еще редкое распространение имеет вот такие вот коннекторы коричневые. Вот деталька тоже новая, она в каркасе уже машины гоночной встречалась. Вот эти вот коннекторы Dark Bluish Grey, они появились тоже в этом году, у нас активно внедряют. Есть вот такие вот оси, по-моему, это 19, да, на 19 оси белая. Гибкие оси, их можно использовать где-нибудь в арках автомобилей, например. По балкам вот такая примерно картина, вы видите, да? Ну, в общем-то, всех разных размеров, как я уже сказал, что для постройки тех же самолетов, кукурузников здесь хватит. Машин вы особо построить не сможете. Хотя здесь есть вот таких вот колес целых 6 штук. То есть вы можете построить уже как минимум тягач и прицеп с одной парой колес. Ну, это будет что-то наподобие набора 42062. Вроде бы деталей много, 1000 штук, но вот панели, на мой взгляд, однотипные. Так, давайте теперь пройдемся по модели. Значит, что мне не понравилось? Ну, во-первых, вот сразу вот эта болтанка, она заметна. Люфты, в первую очередь, они связаны с тем, что есть люфты шестеренок. Возможно, если там заменить вот эти вот пины на фрикционные пины черного цвета, то, возможно, здесь этих люфтов будет меньше. Интересно тут устроена рулевая система. Но суть в том, что там используются 3 кноба. Причем кноп, который вот самый последний, он там закреплен вообще наглухо, намертво. То есть он не вращается, он крестовым отверстием засажен в коннектор крестовой. Все время этот кноп стоит в одном положении. Вот простой механизм, который передает вращение от колес. Видите, он передается сюда вот, а потом расходится уже на пропеллеры. Значит, вот кран вот так вот просто скользит, имеет люфты вот такие вот небольшие. Взаимодействие с машинкой здесь не очень хорошо налажено. Смотрите, значит, машинка заезжает, вроде бы заезжает, но вот высота машины с поднятой подвеской задней, она вот, видите, вот впритык практически не позволяет свободно туда заезжать. Кран нужно все время держать поднятым, чтобы заехать. Вот, значит, вы заехали. Далее вам нужно опустить этот захват. Так вот вы типа цепляете. Все, и поднимаете. Все, машинка свободна, выезжай. Машинка сегодня второй раз уже падает со стола. Наверное, она чувствует, что я буду ее поливать негативом. Но это будет позже. Чтобы попасть в отверстие этого контейнера, это постоянно нужно то машинку подгонять ровно, то контейнер на палубе ровно подгонять. И вот таким образом это все делается. Еще раз, идея интересная с паромом, с взаимодействием с машинками, но вот играть им реально неудобно. Да и кто будет им играть, если целевая аудитория 9-16 лет, ну 9 лет точно играть не будет. Соберет, посмотрит и пустит на детали. Дети младшего возраста, я не знаю, там 7 лет, 6 лет, может быть, да, он попытается как-то играть, но я не думаю, что надолго хватит его терпения. Последняя функция здесь на пароме, это вот этот вот подъем. Вроде бы все нормально, но есть маленький недостаток. Это вот нет жесткой фиксации актуатора, они не закреплены. Как вы поняли, играть им не очень интересно. Теперь давайте посмотрим машинку. Как вам такая машинка? Какой-то кенгуру. Вот реально этот амортизатор здесь хотели добавить функционала. Но выглядеть машина стала просто ужасно. Передняя ось она максимально поджата, а задняя, видите, как выпускается, это как трофи-трак, летящий такой. Рулевая система сделана просто, как на таких моделях. Просто, ну и в то же время надежно и даже, может быть, оригинально. Кабина простенькая, много фар. Я бы сказал, у Lego есть более интересные, более красивые машинки в таком масштабе. Вот, например, даже этот грузовичок, он смотрится интереснее с точки зрения дизайна кабины. Потом наборы, которые мы обозревали в прошлом году, это 42060 и 42062. Тоже маленькие, но тоже сделаны интереснее. Вот. Но здесь, конечно, в первую очередь эта подвеска задняя, она вообще ни к чему. Мало того, что она смотрится нелепо, так еще и при заезде, вот эта задранная задняя часть, она
мешает нормально заехать под кабину крана. Грузом цепляет за кабину. Сам контейнер сделан просто в стиле сумочки Porsche. Одним краем, как видите, сумочка ложится на борт, а вторым краем, вот этим вот, она никуда не ложится. Она просто проваливается сюда, но не дает провалиться только потому, что упирается вот в эту стенку. Вот такое судно. Если встретите его, то перед покупкой внимательно подумайте, для чего вы будете использовать эти детали. Вторая модель — это тоже подобие лодки на воздушной подушке судна. Только здесь у нас уже масштаб модели, наверное, побольше. Да, побольше, потому что здесь, смотрите, кресло огромное, да? То есть сюда человечек на порядок больше, раза в 2-3, наверное, сядет, да? И есть вот такой вот, как называется, не автожир ведь это? Ну, в общем, вы поняли, вот такой вот самолет. Здесь тоже одно место, то есть он небольшого размера в реальности получается. Вот, есть вот такой вот автомобильчик, причем он тоже, судя по всему, одноместный. Само судно здесь и выглядит интереснее, это типа такой скоростной катер на воздушной подушке, причем есть тоже груз, вот такая вот штука спереди я вижу, вот такая вот штука. И сейчас после сборки основной модели я понимаю, что лучше бы я собрал вторую модель для обзора. В общем, по итогу набор, на мой взгляд, абсолютно не игровой, но при этом этот негатив не лишает его достоинств в том плане, что он может быть использован для постройки каких-то других моделей. Как я уже сказал, это модели с большими плоскостями, какие-то самолеты могут быть, кукурузники, я не знаю, или другие судна. Ну и как ресурсный набор он тоже интересен, но в первую очередь для тех, у кого уже есть другие наборы техник, и кто строит что-то большое, это какие-то большие модели, не знаю, грузовиков, либо еще какой-то техники. При цене, официальная цена его порядка 5000 рублей, а в интернете, естественно, его можно найти от 3500. Если вам интересно именно судно и вообще данный ценовой сегмент, здесь можно немножко переплатить лучше и взять арктического исследователя. Модель еще продается, и с точки зрения игры она гораздо интереснее, ну и плюс по деталям тоже не менее интересный набор. Но об этом я расскажу уже в другом обзоре. Спасибо за внимание, все, всем до скорых встреч, пока.